Реально ли построить парусную яхту своими руками? В этом видео я покажу вам весь процесс строительства яхты от закладки первого шпангоута до спуска на воду. Яхту мы решили строить парусной, круизной, длина 11,5 метров, ширина 3,5 метра, водоизмещение 5,5 тонн. Строить яхту под открытым небом не совсем удобно. Нам нужно было дешевое помещение больших размеров, так называемый эллинг. Я сконструировал большую теплицу шириной 6 метров, длиной 13 метров и высотой 5,50. Размера было достаточно, чтобы разгуляться. На такую теплицу у меня ушло всего лишь 1,5 кубометра дерева, а конструкция оказалась настолько удачной, что без проблем простояла более 5 лет, выдерживая как ветровую, так и снеговую нагрузку. Покрыл я свой эллинг серой строительной пленкой с толщиной 200 микронов. Строительство любой классической яхты в принципе похоже друг на друга. И начинается с возведения каркаса, состоящего из шпангоутов. Чтобы изготавливать и собирать шпангоуты, нужен огромный стол, так называемый пласт, с размерами больше самого большого шпангоута, мидель шпангоута. Я изготовил его из 4 листов ФСВ фанеры 15 мм толщины. Каждый шпангоут имеет причудливую радиусную форму, и если его просто склеить из дерева, то он окажется довольно слабым. Боковые самые изогнутые части я склеивал из 13 ламелей толщиной в 7 мм. Каждую ламель я обильно покрывал эпоксидным клеем, складывал их в стопку и прочно зажимал их в кондукторе, который состоял из брусков, привинченных к плазу по чертежу. Через 3 часа клей застывал, а элемент шпангоута намертво принимал новую форму и становился в разы прочнее от обычного дерева. Верхняя часть шпангоута, бимс, имела значительно меньший изгиб, поэтому клеилась из 4-5 реек. Собирали шпангоуты тоже на плазе по начерченному контуру. Нижняя часть шпангоута флора дополнительно усиливалась 2 накладками 20 мм ФСВ фанеры. Именно этой частью шпангоут крепится к килевому брусу, основному несущему хребту яхты. Подобным образом я изготовил все 13 шпангоутов яхты, начиная от форштевня и заканчивая трансом. Вот сейчас я увижу свою яхту, буду созерцать ее объемы. Именно такие мысли крутились у меня в голове, когда я выставлял шпангоуты на стапель. Стапель — это продольная несущая конструкция, выставленная в ноль, на которой я крепил все шпангоуты, формируя каркас яхты. На этом этапе очень важно точно выставить каждый шпангоут согласно чертежей. В итоге это повлияет на правильную геометрию обводов корпуса. После установки всех шпангоутов перед нами вырисовался силуэт нашей будущей яхты. Настало время обшивать борта. Моим выбором стала однослойная обшивка продольной рейкой. Я купил обрезную сосновую доску камерной сушки, распустил ее на рейке и откалибровал на маленьком рейсмоссовом станке. Сечение рейки 43 на 27 мм. Толщина борта как раз и получилась 27 мм плюс пластик. Обшивку бортов я вел от палубы и заканчивал на центре днища, на килевом брусу. Рейки клеил с помощью эпоксидного клея. Сначала я торцевал и временно крепил примерно 10-12 рядов реек. Потом мы их нумеровали и выбирали день для работы с эпоксидной смолой. За этот день мы приклеивали примерно 50 см борта по всей длине. При приклеивании я крепил рейки к каждому шпангоуту 50 мм саморезом по дереву, а между собой рейки стягивал 60 мм саморезами через каждые 30 см. Гнуть рейки было довольно легко, так как обводы яхты я спроектировал довольно плавными. Широкий транец значительно повышал плавучесть кормы, а также увеличивал начальную устойчивость корпуса. Носовую часть днища я сделал более острой, чтобы при выпрыгивании на волне она лучше держала удар. Из-за этого рейки в носу изгибались значительней, и чтобы они не ломались, мне пришлось их немного надпилить. Настало время переворачивать корпус. На компьютерной 3D модели я примерно пальцем ткнул в середину, определяя ось переворота. По этим меткам я просвердил сквозное отверстие форштевня и в трансе. Предварительно усилив эти места, я вставил в них 2 лома. Они прошли насквозь до следующих шпангоутов, на которых я их и закрепил. Потом я изготовил стальную треногу с подвижной центральной трубой. Поднимая эту трубу с помощью гидравлического домкрата, я поднял весь корпус на требуемую высоту для переворота. Такие моменты, как переворот яхты, были очень знаменательными. Они определяли окончание очередного этапа и залаживали начало новому – изготовлению палубы, рубки и кокпита. Палуба и кокпит по конструкции плоские, поэтому я решил упростить себе задачу и обшил их листами ФСВ фанеры 12 мм толщины.
а рубку обшивал все той же рейкой, только немного потоньше. Палуба имеет немного изогнутую форму. Это позволяет правильно отводить дождевую воду, а также в незначительной мере улучшает проход по наветренному борту, когда яхта идет под креном. Мне всегда нравились невысокие рубки, они придают яхте летучесть, а недостаток объема, создаваемый низкой рубкой, я компенсировал более высокими бортами. По краю палубы изготовил ламинированный брус. Он не только придает прочность, но также является фальшбортом, местом, куда можно опереться ногой, идя под креном. Сплошной фальшборд также спасает всякую мелочевку, случайно упавшую на палубу. В ином случае она просто бы улетела за борт. Вот и настало время оклейки корпуса. При оклейке я использовал эпоксидную смолу Epoxy 520. Ею я пропитывал стеклоткань и таким образом получал прочный водонепроницаемый стеклопластик. Перед оклейкой весь корпус я подровнял рубанком. Небольшие ямки и сколы заделал шпаклевкой, а потом первично пропитал дерево ЭПС смолой. Это, так сказать, грунтовочный слой, заполняющий поры. Сверху налаживал стеклоткань плотностью 270 грамм на метр квадратный и резиновым шпателем втирал в нее смолу. Процедуру оклейки я производил в конце лета, поэтому в теплице стояла жара под 40 градусов. Это делало эпоксидку очень текучей, и она отлично пропитывала стеклоткань. После я наносил второй и третий слой стеклоткани, меняя направление, и повторял ту же процедуру пропитки. Оклейку я начал с палубы и бортов, и чтобы оклеить днище, мне пришлось повторно перевернуть корпус. Процедуру переворота я провел так же, как и в первый раз, с помощью треног и двух ломов в качестве оси. Это зрелище смотрелось довольно эпически, когда легким движением руки можно было крутить судно размером с фуру. Для надежности на днище я уложил 5 слоев стеклоткани, а также уложил 2 слоя изнутри корпуса для защиты от внутренней влаги. На всю оклейку я затратил около 200 литров эпоксидной смолы, а вся эта процедура заняла 1 месяц. Следующим этапом в строительстве яхты стала шпаклевка корпуса. Черновое первичное шпаклевание я проводил с помощью самодельной шпаклевки, основой для которой служила все та же эпоксидная смола, в которую я добавлял наполнитель микросферу. На надводной части корпуса я использовал универсальную автомобильную шпаклевку в банках по 6 кг. Кстати, таких банок у меня ушло около 20 штук. Финишная шпаклевка – процесс сложный и кропотливый, и от него зависит итоговый вид яхты. После окончания шпаклевочных работ мы законсервировали шпаклевку грунтом, а уже ближе к завершению строительства приступили к покраске. В качестве финишного покрытия я выбрал молотковую краску на основе эпоксидной смолы. Она создает мелкую шигрень, которая скрывает дефекты, а также очень стойкая к царапинам, что немаловажно при швартовках, так как об борта постоянно трутся кранцы. Положить идеально краску в условиях уличного ветра у меня так и не получилось, поэтому на борту проявились диагональные полосы. Их, конечно, можно было попытаться удалить полировкой, но у меня к этому руки так и не дошли. Самым сложным в этом этапе оказалось выбор названия, и в этом случае нас выручила моя супруга. Она придумала простое название, которое несет в себе достаточно глубокий смысл. А теперь я расскажу вам, как я изготовил бюджетную тиковую палубу. Тиковая палуба считается одной из самых престижных палубных покрытий. Кроме эстетического вида, она также обладает рядом практичных функций. Она очень приятна на ощупь, по босой ноге, а также при намокании поднимает ворсу и практически не скользит. Из-за своих эфирных защитных масел она не боится намокания, не гниет и не поражается насекомыми. Мне всегда хотелось иметь такую красоту у себя на палубе, но цена древесины тика, которая достигает $9000 за кубометр, меня немного останавливала. Но когда я узнал, что террасная доска из тика стоит в 1,5 раза дешевле, чем пиломатериал, из которого она сделана, этот факт меня порадовал, и я решил делать палубу из оригинального тика. На ленточной пилораме я распустил 20-мм террасную доску напополам и получил в итоге ламели с 9-мм толщиной и 45-мм шириной. Стоимость 1 квадрата таких ламелей составила $64. Клеил их с помощью полиуретанового клея герметика в тубах по 600 мл. На 1 квадратный метр уходило до 3 туб с общей стоимостью примерно $20. Приступая к монтажу тика, я сначала вырезал и смонтировал обводку и элементы огибания палубного оборудования. Этот шаг был чисто декоративным. А потом начал сам монтаж планок тика. С эстетической точки зрения я располагал их продольно, повторяя изгибы палубы. При этом планки помогали изгибать струбцины. Зубчатым шпателем на небольшие участки я наносил полиуретановый клей герметик слоем примерно в 1 мм.
укладывал тиковую планку и фиксировал ее кусочками фанеры, саморезом закрученным в шов. Шов делал 4-мм толщины и контролировал его с помощью вставок из кусочков фанеры. Такой широкий шов нужен впоследствии для компенсации движения рейки при высыхании и намокании. По итогу стоимость одного такого квадратного метра тиковой палубы получилось $85, а в сумме на всю палубу у меня ушло около 1500. Фальшкиль на Галактике, дальше я его буду называть просто килем, я изготовил из двух стальных листов толщиной 6 мм с внутренними стальными ребрами. Глубина киля составила около 1 метра. При этом он задал 1,5 метра осадки к корпусу. Его длина составила чуть больше 3 метров. Удлиненный киль способствует лучшему удержанию яхты на курсе, а также создает большую площадь для крепления к корпусу. Длина и глубина киля задают ему площадь противодействия боковому смещению, пропорциональную общей площади парусов, а толщина в 28 см задает полезный объем для заполнения его балластом. Идеальным балластом для яхт служит свинец. Но для моего бюджета несколько лишних $1000 на свинец были неподъемными затратами. И свой киль я заполнил стальными шайбами, которые мне удалось купить по цене металлолома, как отход от местного механического завода. Хотя центр такого балласта получился немного выше от свинцового, зато разница в стоимости была намного существенней. Общий вес всего киля составил около 2 тонн. При общем водоизмещении яхты в 5,5 тонн такое количество балласта, как для круизной яхты, вполне достаточно. Так как же происходит управление яхтой? Штурвал поворачивает перо руля. Крылоподобная плоская конструкция, находящаяся на подводной задней части корпуса. Поворачиваемое перо руля направляет в сторону струю воды от общего потока. Это и приводит к повороту корпуса. Свое перо руля я сделал более увеличенным по площади. Его площадь составила 0,7 метра квадратных. Большая площадь смоченной поверхности незначительно притормаживает яхту, но за счет этого маневренность яхты получилась просто отличной. При резком развороте на 360 градусов яхта влезает в пятачок 18-метрового диаметра. При этом устоять на носу не держась просто невозможно. В моем варианте перо руля изготовлено из двух стальных листов толщиной в 6 мм. Они формируют выпуклую пустотелую конструкцию, в центре которой огибает массивный вал, ось, баллер руля. Баллер пронизывает корпус внутри нержавеющей гельпортовой трубы. Снизу и сверху гельпортовой трубы установил подшипники скольжения, основой для которых выточил второпластовые втулки. Рулевой сектор является собой секцию стального диска из 12-мм стального листа. Сам рулевой сектор – это часть штуртросовой передачи механического вращения от штурвала к перу руля. Дальше троса идут по направляющих роликах к штурвалу. Нактоузную стойку для штурвала я изготовил из 4 сужающихся кверху нержавеющих труб диаметром в 25 мм. В районе оси штурвала сформировал короб, на котором разместил командир управления вспомогательным двигателем, а внутри спрятал штуртросовый барабан. Сверху на коробе смонтировал маленький нактоузный столик, за которым мы с супругой частенько любили посидеть с парой чашечкой кофе, встречая рассвет. К дизайну штурвала я подошел с особой тщательностью. Сделав эскизы, я перелопатил весь интернет в поисках подобного штурвала и, не нашел ничего подобного, разработал чертежи, по которым и изготовил этот штурвал. Кроме эстетического вида, морская баранка должна отвечать суровым условиям, быть крепкой, удобной и достаточно долговечной. Внешний обод штурвала я изготовил из нержавеющей трубы диаметром в 25 мм. Сразу за ней идет второе кольцо меньшего диаметра, изготовленное из трубы диаметром 16 мм. Между этих труб смонтированы короткие промежуточные спицы, за которые удобно держаться и крутить руль. На парусных яхтах ДВС-двигатель работает лишь как вспомогательный движитель. Его помощь нужна в основном в стесненных обстоятельствах. При швартовке, снятии с якоря, прохождении шлюзов. Изначально я присматривался к подвесному двигателю Honda на 20 лошадей, но мой бюджет не потянул таких растрат. Поэтому я выбрал 15-сильный четырехтактный Parson, который был почти вдвое дешевле. Таким образом я получил около 3 лошадиных сил на тонну водоизмещения, которые разгоняли скорость яхты под двигателем до 14 км в час, что вполне достаточно как для парусной яхты. В комплекте с ним шел командир управления с тросами и топливный бак.
На многих парусных яхтах подвесной двигатель устанавливается прямо на транец. Но мне не хотелось уродовать вид яхты торчащим сзади двигателем, и я решил спрятать его во внутреннем колодце, который разместил сразу за трансом. Да, подвесной двигатель имеет значительно меньший моторесурс от стационарного. Но так как на парусной яхте он несет лишь вспомогательную функцию, то его моторесурса должно хватить на многие годы. А его цена, которая на тот момент составляла $2700, плюс простота установки, является его главным преимуществом. Каплюк — это основной вход в яхту. Состоит он из двух деталей, верхнего сдвижного люка и съемного брандер-щита. И тот, и другой я сделал из листа монолитного оргстекла толщиной в 15 мм. Его прочности вполне достаточно для своих задач. А за счет прозрачности он добавляет освещенности салону. Направляющими для скольжения верхнего люка служат два тиковые бруска трапециевидной формы, в которых с внутренней стороны я выфрезеровал паз. Внутреннее пространство яхты ограничено ее размерами, но в этом пространстве нужно разместить все для комфортного времяпровождения. Изготовление салона также усложняет специфические обводы корпуса, которые не имеют прямых углов, поэтому замеры и подгонка многих деталей занимали намного больше времени, чем при изготовлении подобной мебели для дома. Работы над салоном у меня начались еще на стадии изготовления шпангоутов. Именно эти элементы силового каркаса также служат каркасом для мебели и междукаютным перегородкам, а многие элементы шпангоутов я так и оставил на виду. Они придают интерьеру яхты некой особенности. Все детали салона, будь то шкаф, койка или диван, врезные. Их размещение запланировано еще на стадии создания проекта. Основным рабочим материалом для салона стала ФСФ-фанера. Из нее изготовлены все перегородки, диваны, шкафы, койки и пайолы. Сначала я изготавливал речный каркас и крепил его к шпангоутам, а потом обшивал его ФСФ-фанерой. При входе в яхту мы попадаем в кают-компанию. В центре салона стоит нержавеющая труба пиллерс. Она подпирает мачту и соединяет ее с килем, образуя центральный распорный стержень. Пиллерс условно делит салон на две зоны. Обеденная зона состоит из П-образного дивана и центрального стола. Этот диван имеет достаточные размеры, чтобы разместить на нем два спальных места. Пространство под диваном используется для хранения. Для хранения также используется тумба под столом. Она имеет два выдвижных ящика. А столешница стола изготовлена из фанерной выкройки, обрамленной по кругу профилированным акациевым бруском, а сверху я приклеил ламели из древесины грецкого ореха. Иллюминаторы в этой зоне размещены на уровне глаз сидячего человека. Это позволяет, сидя за столом, наблюдать за пейзажами. Вторая зона в салоне имеет кусок свободного пола с размерами в 4 квадратных метра. В этой зоне я также разместил штурманский уголок. На противоположном борту находится камбуз, кухня. В небольшую рабочую поверхность я врезал газовую плиту и раковину. Бак для пресной воды на 200 литров я выклеил из стеклопластика в носовом отсеке. Там же в носовом отсеке я разместил все насосы, фильтра, пускатели, а также кинстон для заборной воды. Такое размещение системы водоснабжения за водоупорной переборкой повышает живучесть судна. За этой же переборкой я разместил гальюн, санузел. В гальюне установил яхтенный унитаз с электрической прокачкой. Напротив гальюна я разместил парусную кладовую, а в носу разместил двухспальную койку. Конечно же, эта каюта более спартанская, в отличие от кормовых кают, где ширина кроватей доходит до 150 сантиметров. Все освещение на яхте я сделал на основе светодиодных лент. Они потребляют минимальное количество электричества и дают приятный рассеянный свет. Гик и мачта – это элементы рангоута. Они участвуют в постановке и удержании парусов. На рынке присутствуют готовые мачтовые профили из дюралюминия, которые имеют каплеобразную форму и наличие ликпаза. Мне так и не удалось найти дюралевый мачтовый профиль по доступной цене, поэтому я решил изготовить его сам. Основой для мачты стала нержавеющая труба с диаметром в 130 мм и толщиной стенки в 2 мм. Стоимость 1 квадратного метра паруса составила 38 евро. Это ограничило мой парусный набор с такселем и гротом. Их общая площадь составляет около 51 квадратного метра, а суммарный ценник вышел чуть меньше 2000 евро. Позже мы с отцом поэкспериментировали и нашли решение бюджетного паруса. Мы купили палаточную ткань полиэстер с плотностью 270 грамм на метр квадратный, и я экспериментально пошил из него штормовой стаксель. На удивление он получился достаточно хорош, спокойно держал форму в штормовой ветер, и при этом я не заметил никакой существенной разницы в тяге с фирменными парусами.
Адекватных законов для регистрации яхт индивидуальной постройки на тот момент, к сожалению, не было. Я точно не знаю, изменилось ли что-то сейчас, но тогда эта процедура была достаточно сложной и материально затратной. Но решение все же нашлось. Я обратился в судовой регистр Украины, и они направили меня на частную фирму, которая взяла все оформление документов на себя. Процедура оформления документов обошлась примерно в $2000, а общие материальные затраты на яхту составили около $30 000. И собирать стартовый капитал мы начали еще задолго до строительства. Высчитать трудовые затраты достаточно сложно, так как весь процесс строительства растянулся на 5 лет. За этот период наша семья увеличилась вдвое, у нас родились дочь и сын, а также мы начали строительство дома. При спуске яхты мы ощущали огромную радость. Этот момент эйфории можно сравнять с рождением ребенка. Только беременность была затяжной, и выдержать ее морально было сложно. А при ходовых испытаниях ощущалась гордость, что практически все задуманное оправдалось. За моральную и физическую помощь в строительстве я выражаю огромную благодарность моей супруге Вите, моему отцу Николаю и моему лучшему другу Борису, а также всем нашим подписчикам, которые поддерживали выход роликов из этой серии. Друзья, проект для яхты Галактика мы сделали сами, и сейчас дарим его всем желающим, ссылка в описании.